Самый обыкновенный пес, каких много бывает в приюте. Еще совсем молоденький и игривый, но уже выходящий из щенячьего возраста. Поэтому найти ему дом становилось все сложнее и сложнее. Все собаки в приюте живут в одинаковых условиях, поэтому и то, как они себя ведут, тоже очень похоже. Они хотят дружить с людьми, которые работают в приюте, и стараются, чтобы те с их приласкали и поиграли с ними. Но Росса – исключение из правил. Питомец застрял в приюте, но общаться с работниками не хотел, и любовь его их была не нужна ему. Голову под руку не подсовывал, чтобы погладили, не рвался гулять и не ставил лапы на грудь. Так он прожил в приюте около 3 лет. Сотрудникам даже было немного обидно, ведь они за ним ухаживали, хорошо кормили и пытались играть. Люди просто так не работают в приюте, все они любят животных, каждый пришел по зову сердца. Так почему этот упрямец не хочет общения? Сотрудники стали подозревать, что с псом связана какая-то история. Тогда они стали искать того, кто мог бы знать Росса до приюта. Они выложили снимок пса в социальных сетях, надеясь, что, возможно, кто-то узнает его и даст полезную информацию. И все получилось. Публикацию о Росса увидел один местный фермер. Сотрудники были очень удивлены, когда он позвонил. Мужчина им рассказал, что около 3 лет назад у него пропал щенок, который является копией Росса. Он долго искал щенка, целый год давал объявления о пропаже, ездил смотреть каждого похожего на него, но песик пропал с концами. И вот фермер приехал в приют. Он подошел к вольеру с Росса, и пес заволновался. Сначала питомец принюхался, а после заскулил, подбежал к мужчине и стал тереться о его ноги. Росса взволнованно виляет хвостом и не может поверить в это чудо, а хозяин не сдержал слез. Но кто бы смог на его месте? 3 года пес ждал своего хозяина, верил и надеялся, и все же не ошибся.